Но вот проблема большая в том, что еще в 2014 году, когда сдали наш город, не стали оборонять, к сожалению, уступив, видимо, Ринату Ахметову, так как его два комбината. И сюда было завезено очень много тогда еще снарядов, боеприпасов, говорили о минировании комбинатов, но, скорее всего, это были устроены склады. 24 числа, когда российская авиация наносила точечные удары, вокруг Мариуполя было, по-моему, только два, по крайней мере, я услышала только два удара. В 8 часов, выбив двери аглофабрики, это комбинат Ильича, ВСУ зашли на территорию комбината имени Ильича, и точно так же Азов зашел на территорию комбината Азовсталь. Как вообще себя вели здесь азовцы? Ну, скажем так, в течение 8 лет старались мы с ними не пересекаться, естественно. Хотя еще наш бывший мэр Хатлубей пустил их на территорию как раз левого берега, выселив спортинтернат, разместили. Ну и они вот базировались у нас, к сожалению. Первые годы в Мариуполе было страшно. Люди исчезали с улиц за разговор на русском языке. Так что-то не понятно. Они вели себя, конечно, по-хамски. И, это мягко сказано, девчата молодые просто исчезали с улиц, которых потом, если находили, то в очень плачевном состоянии. Поэтому моя дочь в 2015 году отсюда уехала. Ну, потом все-таки им немножко хвоста прикрутили, они стали вести себя тише. Когда Бойченко, наш вот последний бывший мэр, скажем так, да, издали городские власти указ, что с оружием заходить в кафе, в магазины запрещено, они очень возмущались, кричали, нас приравняли к собакам, запрещают нам везде ходить. А именно, после 24-го приходилось, то есть они где-то здесь работали? После 24 числа они зашли уже на территорию комбината, и они только на военных машинах мотались. С ними так мы не пересекались, слава богу. И очень не хотим, чтобы кто-то из них вот ворвался в дом и так далее, и сумел открыть на ночь подъезд, скажем так, чтобы они... Потому что мы знаем, чем это заканчивалось. Вот соседние дома на той стороне. Именно так и произошло, что они зашли, они там засели, с пулеметами зашли. Естественно, их оттуда выбивали, поэтому дом разрушен.